Друзья, всем привет! Сегодня у нас такая нестандартная работа. Значит, друг подогнал машину, это Chevrolet Bolt, и в нем сломаны два зеркала. Значит, это зеркало водительское, видите, крепление, вот сам кронштейн такой, вот он сломан, вот эта вот часть, она вот здесь. Вот, значит, во втором зеркале, это с правой стороны пассажирское, там значительно все хуже. Там сломан даже каркас. То зеркало я еще не снимал. Вот начнем с этого, посмотрим, удастся нам восстановить вот этот вот каркас, крепление вот это. Значит, будем работать по проверенному методу. Это там, где я ремонтирую ноутбуки, армирую пластик, корпуса ноутбуков, армирую пластик и так далее, заливка полимерами. Ну, сейчас приступаем к работе и попробуем вот эту конструкцию восстановить. Так, значит, нам нужно сейчас вытащить вот этот вот кусок крепления. Значит, здесь у нас защелки стоят. Вот такие вот тут пазы. И надо каким-то чудом эти защелки выщелкнуть, не поломав окончательно эту конструкцию. Но защелка у нас идет наружу, то есть вот она. Почему не выходит? Странно. Ну вот, я завел отверточку, а теперь... вот, смотрите. Получается. Одну защелку я вывел. Значит, каким образом? Завел вот сюда отвертку и пальцем сюда придавил. Так, следующая защелка. Точно так же. И следующая. Есть. Все, друзья, получилось выщелкнуть вот эту конструкцию. Так, она у нас стояла вот так. Надо сейчас сразу пометить, чтобы ничего не перепутать. Вот так вот она стояла. Так, и помечаем. Значит, вот эта вот часть стояла вот здесь. Вот так. Так, а тут сейчас пометим вот здесь. Вот эта вот часть. И вот здесь, вот так. Вот. Так. То есть тут пусть оно так и будет. Эту конструкцию мы трогать не будем. Тут у нас повреждений нету. Значит, теперь наша задача, значит, вот эту часть снять. Сейчас я попробую маркером пометить. Вот так, вот так. И вот так, как оно тут стоит. И сейчас снимаем вот эту конструкцию. Здесь четко видны, где зажимы. Вот, смотрите. Вот, и потихонечку их нажимаем и снимаем. Значит, это я делаю, друзья, первый раз. Ни разу с такими зеркалами дел не имел. Как-то был опыт. Друг тоже подвозил. Но там механическое управление зеркала. Ух ты, я там намучился, конечно. Так. Во. Конструкция у нас вот такая. Главное, чтобы пластик плавился от паяльника. Вот, смотрите. Наша задача вот так вот его собрать, проармировать полностью и собрать. Так, друзья, значит, вот у меня тут куча арматуры. Сейчас будем пролуживать эту арматуру, чтобы она классно схватилась за пластик. Значит, это обязательная процедурка. Иначе просто она из пластика будет вылазить. Значит, сейчас берем олово. Так, паяльничек у меня нагревается. И сейчас каждую арматуру пролуживаем.
Так, все. Значит, пока хватит. Наша задача сейчас закрепить вот эту вот конструкцию, зафиксировать ее. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать паяльником, просто поставив вот такие небольшие насечки. То есть мне надо, чтобы конструкция была полностью монолитной, когда мы будем вплавлять арматуру. Так, теперь переворачиваем и здесь делаем то же самое. Вот так. Так, начнем устанавливать арматуру. Значит, берем первую. И поехали. Сейчас думаю, куда ее лучше. Сейчас, наверное, вот сюда ее лучше установить. Да, пластик такой интересный. Вроде плавится. И одновременно как-то плохо он плавится. Так, надо взять кусочек бумажки вот так вот. И чтобы пальцы себе не обжигать. Вот так вот. Бумагой втапливать его. Либо тряпочку какую-то можно взять. Сейчас попробую, может тряпочкой будет получше. Потому что следы вон бумаги остаются. Либо вот такую тряпочку. Ну, сейчас. Так, а ну-ка смотрим. Так, с этой стороны арматура не вылезла, это хорошо. Так, дальше. Вот сюда арматуру устанавливаем. Вот. Да, тряпочкой получше будет. Значит, закрепили, смотрите, одна арматура стоит, вторая, третья, четвертая. Дальше нужно еще по одной арматуре здесь ставить посерединке. И с противоположной стороны.
Значит, наша задача сейчас еще проложить вот в середине, вот в этом кольце одну арматуру, здесь вторую, вот здесь третью. То есть 3 арматуры вот в этом кольце. И может быть еще по одной арматуре вот здесь и вот здесь. Вот около как раз вот этих вот краев. Чтобы оно тут у нас не начало лопаться. А вот сюда, вот в эти ребра, видите, в пустоты я позаливаю эпоксидную смолу. И оно будет тут монолитно. Так, вот наша эпоксидная смола. Сейчас мы ее перемешиваем тщательно и заливаем вот в те пустоты. Так, значит, залил. Сейчас аккуратненько проводим зубочисткой. Сейчас все убираем лишнее. Вот так. Все, друзья, оставляем вот так вот застывать. Так, друзья, значит, эпоксидная смола схватилась. Теперь давайте разбираться, как оно должно быть. Значит, у нас, когда сломалась вот эта конструкция, одна часть осталась в зеркале, вторая вот на этом шарнире. Значит, скорее всего, вот эта часть должна быть на шарнире, потому что потом в пазики вот в эти мы не попадем. Значит, я думаю, все-таки вот так. А потом зеркало уже одевается сверху. Значит, тут у нас вот такие вот выступы, видите, через которые вкручиваются винтики. И сейчас я где-то метку вставил. Да, вот, смотрите, метка. Значит, вот так эта вся конструкция одевается и защелкивается. Так, и как же ее теперь... Ага, просто надо... сильно придавить. Так я понимаю. Да. И оно сейчас туда зайдет. Вот так. Во. Значит, сломанная часть, она вот так вот развернута вниз. Вот так вот. Вот она, смотрите, как ставится. Все, я понял. Вот, значит, вот один паз, вот второй паз и вот третий. А сюда уже подключаются провода. И вот я сейчас как раз вот сверху сделаю, чтобы не запутаться, вот пометку одну и пометку вторую. Вот. И вот относительно вот этих пометок, вот по этим пометкам будем и ставить вот так. И защелкивать. Все, пойду сейчас к машине устанавливать. Так, друзья, значит, сейчас буду устанавливать водительское зеркало с левой стороны. Вот я его в кулечке, видите, обвернул кулечком, чтобы туда не попадал снег. Ну вот, смотрите, какая у нас погода. Вот снег херячит, блин. И буду сейчас делать так. Сейчас я вам покажу. Камеру беру, потому что будет неудобно. Значит, это у нас вот эта вот часть внутренняя, видите? Значит, сейчас буду устанавливать внутреннюю часть, сам механизм, подключать провода. Ну и постепенно буду вам по чуть-чуть показывать. К сожалению, не могу камеру удержать на снегу, иначе ей будет кирдык. Ну вот, значит, вот эта часть. Сейчас открываем машинку.
Вот, значит, сначала устанавливается вот эта часть, а потом уже одевается зеркало. Так, друзья, буду снимать вот такими кусочками. Значит, смотрите, я подключил, значит, вот этот весь механизм. Значит, вон разъем, видите? Сейчас покажу вам. Вот он. Подключил разъем, и теперь вот эта вся конструкция ставится вот на свое место, вот таким образом. И закручиваются 3 винта. Значит, вот один винт вот здесь. Сейчас покажу. Вот один винт, вот второй. И вот здесь вот третий. Сейчас закручу и потом покажу более подробнее. Так, вот, друзья, смотрите, закрутил. Значит, вот один винт вот здесь, вот второй. И вот там третий. Значит, сейчас буду подключать зеркало. Значит, вот эти вот проводнички на зеркало идут. Ну и попробуем его поставить на место. Так, еще, друзья, вот этот винтик нужно вот сюда установить и закрутить. Вот, что я сейчас и сделаю. А потом уже будем устанавливать зеркало. Так, ну что, друзья, смотрите. Зеркало я вроде поставил. Защелкнулось. Смотрите. Все, вопросов, в принципе, по зеркалу я не вижу. Надо будет еще порегулировать, попробовать, чтобы оно работало. Сам вот этот механизм интересный такой. Вот он типа проворачивается. То есть можно, в принципе, и рукой его регулировать. Видите? Сейчас выставим. Пока так, пусть будет. Значит, придет мой товарищ, и вместе с ним уже попробуем порегулируем. А сейчас будем заниматься вторым зеркалом.